Привет, друзья! Замечательная задача с китайского экзамена за 9 класс. Дан треугольник АБЦ, дан против часовой буквы. Со сторонами 1 целая, 1 и 1/3 и 1 и 2/3. И некий полукруг касается стороны АБ и продолжений двух других сторон. Ну, в точках, скажем, М и К. И вот требуется найти площадь этого полукруга. Ну, центр полукруга традиционно обозначим буквой О, и вы можете попробовать решить эту задачу. Ну, я покажу. Решение детское и взрослое профессиональное. А там у нас приютилось право домашнее задание. Итак, поехали, давайте разбираться с треугольником АБЦ и его сторонами. Ну, наверное, всем понятно, что поскольку нужно найти площадь полукруга, нам нужно найти радиус. Верно? Верно. Я дам буковки, которые я дал на превьюшке. Это О, точка касания М, точка касания К. И все хорошо. Ну вот, стороны у нас 1 целая, 1 и 1/3 и 1 и 2/3. Ну, вот так китайские хитрые преподаватели хотели запутать школьников. Ну, наших не запутаешь. Это 3/3, 4/3 и 5/3. Ну, и все знают, нормальные пацаны, что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Значит, это прямоугольный треугольник, египетский, по теореме обратной, теореме Пифагора, здесь прямой угол С. Все. Нам уже легче. Это прямоугольный треугольник. Теперь проводим радиусы в точке касания. Так почти всегда делают. Они перпендикулярны касательным. У нас получается четырехугольник ОМЦК, у которого все 4 угла прямые. Значит, это, ну, по крайней мере, прямоугольник. А учитывая, что две соседние стороны, ОМ и ОК, равны радиусам R и R, то это квадрат. Все. Ну, можно записать ОМЦК квадрат. Квадрат. Что это дает? То, что это квадрат, а? Это дает нам то, что МС или СМ и ЦК – это радиусы. То есть отрезки касательных, проведенных из точки С к этой полуокружности, полукругу. Это радиусы. Ну, а дальше что? А дальше отметим, что вот если обозначить точку касания АБ и вот этого полукруга P, то АМ и АП отрезки равны, потому что это тоже отрезки касательных, проведенных из одной точки. Точно так БП и БК равны. Вот этот отрезок равен вот этому отрезку. Теперь наступает самое интересное. Посмотрите, будем рассматривать периметр треугольника АЦБ. Вот периметр состоит из отрезка СА и отрезка АП. Но отрезок АП равен АМ. То есть фактически можно АП развернуть так, что он совпадет с АМ. И тогда эта часть периметра СА плюс АП будет равна длине отрезка СМ. Справа то же самое. СБ плюс БП часть периметра. БП можно развернуть так, что этот отрезок совпадет с БК, и эта часть периметра будет равна ЦК. Тогда весь периметр, будьте внимательны, P треугольника ABC будет равен сумме длин отрезков касательных CM и CK. CM плюс CK. Но CM равно CK. Это же касательно приведенные из одной точки, тогда получаем 2CM или 2 радиуса. Оказывается, периметр треугольника ABC равен удвоенному радиусу. Тогда сам радиус будет равен 1/2 нашего периметра треугольника ABC. Ну, здорово. Или А плюс Б плюс С пополам, но это только для прямоугольного треугольника. Возникла такая красота, что радиус равен полупериметру. Ну, давайте посчитаем. Это будет 1 целая плюс 1,1/3 плюс 1,2/3, деленное пополам. Сверху получается у нас 4, пополам это 2. Радиус равен 2.
Ну, тогда все. Нам легко теперь найти площадь и круга, и полукруга. Площадь круга – это πr в квадрате. Это будет π на 2 в квадрате 4π. И площадь полукруга будет равна 2π. 2π. Ответ 2π, задача решена. Ответ 2π, задачка решена. Ну что ж, напишите, кто так и решал эту задачу, а мы сейчас покажем для профи, для особо одаренных кое-что. Может быть, полезно будет. На самом деле у любого треугольника есть вписанная окружность и вне вписанной окружности. Их 3 штуки, каждая из которых касается одной стороны треугольника и продолжения 2 других его сторон. Вот эта окружность, ее можно вот так дорисовать. И если для окружности, вписанной в этот треугольник, справедлива вот такая формулка S равно P на R, где P полупериметр. Для вне вписанной, ну скажем, учитывая, что здесь C, а здесь C малое, тогда радиус обозначают R со значком C. Справедлива следующая формула. Площадь треугольника будет равна P минус C на R со значком C. Или P минус А на R со значком А, или P минус B на R со значком B. Откуда, внимание, R со значком C можно легко найти, если площадь треугольника разделим на полупериметр минус длина этой стороны. У нас треугольник прямоугольный. Его площадь легко найти, как половина произведения катетов. Вот. И разделить на полупериметр. Напомню, периметр был 4, полупериметр 2, минус С, которая 5/3. Что же получается? 2/3 разделить на 1/3. Ха-ха, тогда это равно 2. Таким образом, мы могли бы при помощи этой замечательной формулы, если бы мы были профи, очень быстренько найти этот радиус, а значит и площадь. Вот в качестве домашней задачки я предлагаю вам потренироваться и найти радиус окружности вне вписанной для треугольника со сторонами 13, 14, 15. Ну, окружность касается стороны 14. А теперь аналитика по каналу. Наиболее интересные ролики, которые наиболее часто просматривают зрители. Я там расскажу, как один зритель меня, можно сказать, обманул. Итак, внимание, для тех, кому интересно, посмотрите, какие мы ролики считаем наиболее популярными вместе с каналом YouTube. Первый – это любимый тест Стива Джобса. Второй – это задача про 3 монеты, была недавно. Третье – это нахождение центра окружности двухсторонней линейкой. Перпендикуляр из точки к прямой при помощи двухсторонней линейки. Задача про голубя и кошку, расстояние между ними, ну, завальное уравнение было недавно, ну и веселая задача из 3 единичек сделать 5, о которой мы недавно говорили. Вот я конкретно сейчас покажу вам аналитику по роликам. Ролик «Любимый тест» Стива Джобса набрал 565 тысяч и дал почти 3000 подписчиков, а ролик на нахождение центра окружности дал 742 тысячи просмотров и почти 3000 подписчиков. Вот такие драйвера. И оба, как видите, ролик имеет тенденцию к увеличению числа просмотров. И это, конечно, удивительная статистика по этим 2 роликам. Ну вот я хочу сказать, что недавно, буквально вчера, зритель прислал решение задачи по нахождению центра окружности новое, которое я не знал, не рассматривал. Кстати, оно связано с решением задачи о проведении перпендикуляра, там, с построением ромбика. Ссылки на все ролики будут в прикрепленном комментарии, если кто-то не смотрел. Ну, что интересно, тест Стива Джобса, это же 5 класс чистый, хотя там есть математическое решение. И вот про голубя и кошку тоже 5 класс. Ну вот где зритель меня подвел, это задача про 3 единички. Я вам недавно говорил, что один из зрителей нашел решение с 2 всего лишь операциями, как из 3 единичек сделать 5. Посмотрите, что он предложил. Он предложил логарифм натуральный от 111, и целая часть, она обозначается 2 квадратными скобками от этого логарифма.
Я уже записал ролик, это вторая версия, но не поленился, посчитал. Там, оказывается, логарифм от 111 – это 4,7. Ну, приблизительно. 4,7 там и так далее. И целая часть от этого числа не равна 5, равна 4, как видите. И поэтому он меня подвел, пришлось перезаписывать ролик. Подумайте, как можно доработать, еще добавив какие-то операции, получить не 4, а все-таки 5. Ну, а кто не смотрел ролики, я уже сказал, там очень много интересных вариантов решений, включая разные функции, экзотические даже функции, мне неведомые. И огромное спасибо тем, кто досмотрел, кто осмелился и подписался на наш канал. Это очень приятно, конечно. Вы единственная надежда в развитии нашего канала, в популяризации нашего контента. Всего хорошего. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.